Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Да, взаимно. Ну что, майская, ну скажем так, такая история, да, вот с нагнетанием, с разного рода, ну таким зловещим 9 мая, которое предрекли, обернулась пшиком и пиаром, и сейчас все вроде как перестроились на какие-то более-менее конструктивные вещи. Можно указы издавать, можно, собственно, еще какие-то вещи делать, такие очень и очень громкие, но по сути, все видят, что что-то меняется. Обсудим сегодня, меняется ли. Это прямой эфир. Будем максимально говорить с вами, дорогие друзья. Поэтому оставляйте свои вопросы в сообществе YouTube, клубе зрителей. QR-код, который возле меня на экран, их можно вывести, если работает сервис. Ну и, конечно, в чате трансляции пишите, но в самом финале, потому что с начала эфира улетают сообщения. Начнем традиционно с голосования. Что означают планы реформы ТЦК? Варианты. Война будет долго, война станет на паузу, война заканчивается, все в ЧВК Зеленского отправляются. Ну или просто элементарное перераспределение мзды, потому что очередные, скажем так, задержания у нас, то вузы, то какие-то ВЛК, то какие-то военкомы, везде куча денег. Вот Запорожье отметилось в сегодняшнем дне. И действительно там офисы набора, офисы, собственно, поддержки военнослужащих, это все разделяется, меняется. Украинская правда сегодня слила определенные подробности этого намерения, но в глобальном масштабе мая, что означают сейчас эти телодвижения, как бы вы ответили на этот вопрос? И на самом деле, есть ли у вас ощущение, что немножко что-то вот переходит на какой-то новый, другой этап? Да, переходит, к сожалению, в этап затянувшегося конфликта. Это раз. А во-вторых, ТЦК, утверждал и утверждаю, это преступная организация, преступное сообщество, организованное высшим руководством незаконной власти Украины. Неконституционный орган, который просто-таки издевается над гражданами Украины, и не просто издевается, а лишает их здоровья, жизни, сводит с ума. И это мы имеем уже просто такие документальное подтверждение. Останавливаться на этом не буду. Для того, чтобы граждане Украины хотели защищать Родину, нужны другие, иные методы призыва в вооруженные силы. Это тоже не я должен придумывать, и не вы, Александр. Это должны придумывать те, кто за это ответственен, кого люди избирали. Ну, правда, избирательные уже, так сказать, их полномочия уже исчерпаны давным-давно, должностные полномочия. И они не хотят мириться с тем, что власть-то нужно отдать, передать. Если вы не знаете, как мобилизовать мужское население Украины на борьбу с агрессором, то пускай это другие сделают, у которых получится это немножко более цивилизованнее, гуманнее и, самое главное, соответствующие украинским законам, Конституции Украины. Боже мой, бедная Конституция Украины. Я не знаю, там уже, наверное, нет живого места на ней. С времен 1991 года, а в последующем еще и ее усовершенствование при Леониде Кучме в связи с государственным устройством, парламентско-президентское, президентское, все там мечтали, как ее правильно, эту власть распределить. Так вот, на сегодняшний день, для того, чтобы влиять на украинцев, это мое личное мнение, с точки зрения изменения призыва в вооруженные силы и сохранения статус-кво каждого гражданина Украины, то должна быть действительно выстроена Конституция так, что последняя точка в этом, хочет ли гражданин Украины служить или не хочет, должна принадлежать суду, как очередной ветви украинской власти, но никак не какому-то зачуханному, задрыпанному ТЦКшнику. Понимаете, о чем я говорю? То есть это совершенно разные
разное понимание того, что происходит сейчас и что должно быть. Вот в чем дело. И это понимают не только я, это понимают многие граждане Украины, даже без высшего образования. И они берутся за оружие, уже берутся за оружие, чтобы защищать свои семьи, Ну, это, чтобы конечно, защищать своих детей. на Закарпатье как штурмовали, собственно, Да, отдел да, да, ТЦК. вот Цыгане именно. собрались и давай вот это, да, те Да, 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 отстреливались там и так далее. вот Конечно, именно. произвол этот на улицах гуляет, это точно, но если взять шире контекст, ну вот шире, многие сейчас куражатся и, ну вот, выдергивают фразы, например, там, в 22 году, когда Путин обращался к украинским военным, мол, берите власть в свои руки, нам с вами будет проще договориться. А сейчас, в 26 году, он уже говорит, господин Зеленский хочет, пускай приезжает в Москву. То есть все видят эту разительную разницу. Плюс от Зеленского мы слышим, что война заканчивается, мы подтолкнули там Путина к определенным шагам. В этом контексте, в контексте завершения, продолжения или, как вы дали вердикт, затягивания войны, что означают принимаемые решения вокруг мобилизации всего живого внутри Украины? Ну, говоря о затягивании войны, я в первую очередь имел в виду политическую сторону вопроса. То есть, якобы каждая из сторон должна бы стремиться к миру. Но в войне мира просто так не бывает. Вот если две воюют стороны насмерть, и есть уже жертвы на миллионы, именно на миллионы, уже даже не на сотни тысяч, мир просто так, он не сваливается с неба. То есть должна победить какая-то из идеологий. Сегодня между Украиной и Российской Федерацией воюют две идеологии в первую очередь. Одна идеология украинская пронацистская, а другая идеология прорусская. Это уходит глубоко-глубоко корнями в историю образования и Украины, и России, и Беларуси. Вот за это воюет Россия. А Украина воюет с пронацистской точки зрения. То есть мы исключительная нация, и все остальные нам должны подчиняться. Даже те, кто имеет украинский паспорт, но хочет говорить на своем национальном языке. Вот на этой почве и возник конфликт. А я бы даже сказал не конфликт, а, называя вещи своими именами, война. Не на жизнь, а на смерть. А если еще учесть то, что эту войну спровоцировали третьи страны, такие как Соединенные Штаты и Евросоюз, то этот конфликт приобретает еще более затяжной характер. На сегодняшний день, как стало уже известно, Европа разработала план перевооружения ВСУ, полного перевооружения ВСУ на ближайшие 2 года. То есть в ближайшие 2 года в Евросоюзе не видят никаких причин для того, чтобы предпринимать какие-то шаги к миру. А раз это так, то война продолжается, будет продолжаться и передвигается на неопределенное количество времени. Сколько это будет, неизвестно. То, что Владимир Путин в своем интервью после Парада Победы сказал, что он согласен говорить с Зеленским, если не в России, в Москве, то где-то в другой стране мира, это в первую очередь говорит о том, что Зеленский никогда не пойдет на это. И Путин об этом знает. Чему? Ну, Зеленскому, во-первых, идти на контакт с Путиным один на один, вот так, очень невыгодно. Во-первых, это явление, эту встречу по-своему, я не буду говорить как, чтобы не вырезали из эфира, по-своему воспримут националистические нацистские круги в самой Украине, которые уже находятся во власти. И Зеленский им поддакивает. Он не имеет своего мнения. Как перед Западом, так и внутри страны не имеет своего мнения.
Он действует в угоду нацистским, пронацистским кругам украинским. Поэтому для него это категорически не ход событий в дальнейшем. И Путин об этом знает. Вот еще раз повторюсь. Поэтому и выбрана такая тактика Путина. Да, действительно, вроде внешне Москва готова идти на переговоры, а на самом деле Владимир Путин, перенеся и услышав те колоссальные оскорбления в свой адрес, причем с отборным матом, отборными ругательствами, которые, кстати, тоже санкционированы его патронами в Евросоюзе. Зеленский не стал бы этого делать, если бы ему не разрешили это делать. После этого Владимир Путин никогда в жизни не сядет с этим человеком за один стол переговоров. Это чисто внешняя такая, знаете, тема, о которой стоит говорить и стоит помнить. Потому что иллюзий в этом вопросе я лично не питаю. Может быть, кто-то и питает эти иллюзии и надеется на подобные переговоры. Я не считаю, что Владимир Путин с высокой своей самооценкой и самоуважением к себе сядет за стол переговоров с человеком, который проявил в высшей степени издевательства в его адрес, быдлячество, я еще и по-другому могу назвать, и после этого предлагает встретиться. Так, а как Ну, тогда закончится война, если Путин говорит, что война заканчивается? мой тезис в этом плане не нов. И в том числе Владимира Путина. Владимир Путин сказал, что он видит приблизительно, как закончится конфликт, но он не сказал, как. И в этом вся загвоздка. То, что встреча не состоится никогда, это и ежу понятно. А второй момент в связи с этим тезисом путинским, что конфликт может закончиться очень скоро. И даже журналистка одного из телеканалов российских сказала, спросила, вы далее будете расширять зону безопасности, наверное. До Львова Владимир Путин сказал, я не исключаю и этот вариант. Поэтому здесь двоякий смысл имеет понятие «скорейшее завершение войны». Потом скорейшее в масштабах времени, временном понятии. Это сколько? Полгода, год, 2 года, а может быть 5-7 лет. Это тоже скорейшее завершение войны. Потому что бывали войны и в более длительный период. Были и столетние войны. Почему бы и нет? Поэтому, смотря какими методами ведутся эти войны, я боюсь, что Запад сегодня во главе с Соединенными Штатами, вот кто отметает США, слушая такие проломные популистские речи господина Трампа, что он якобы вышел из Украины, а он ошибается. Господин Трамп по-прежнему и весь эстеблишмент американский держит на контроле события на Украине, всячески потакая им и организовывая все новые и новые программные рекомендации НАТО и Евросоюзу. А внешне, конечно, они не участвуют в войне, но продолжают снабжать разведданными ВСУ, связью, деньгами и вооружениями через своих посредников в Евросоюзе. Юрий Анатольевич, Поэтому, да, Саша, один момент, я завершу. Неучастие Соединенных Штатов в этом процессе в связи с приездом Дональда Трампа в Пекин, вот уже скоро, да, это всего лишь внешняя оболочка. Ему в Пекин в отношении Украины вести нечего. ну подождите, перемирие. Мы сейчас находимся в рамках последнего дня перемирия, 11 число. И если так оценивать, понятно, что оно нарушалось. Понятно. То есть по Белгороду летели дроны, там, по Никополю, в общем, по прифронтовым, ну, как говорят, там, по ленточке, да, все равно постреливали, но без таких каких-то масштабных ударов.
перемирие сейчас, ну вот как вы его оцените? Кому оно пошло на пользу? Зачем оно было вот такое? Ведь то, что вы говорите, это все-таки перемирие имени Трампа. Зеленский часто подчеркивает, что американская сторона несет ответственность за перемирие и за вот этот обмен, который пока не состоялся, но вроде какие-то списки утрясли, согласовали, с украинской стороны передали на сторону русскую. Дело в том, что значение перемирий нужно понимать в первую очередь как действие к чему-то. Вот перемирие просто так не наступает и не бывает, не объявляется. Вот. Если Трамп попросил Путина объявить перемирие, он знал, почему его надо объявлять. Потому что, во-первых, с точки зрения чисто символической, в Российской Федерации отмечают День Победы. Трамп прекрасно это знает. А с другой стороны, дать маленькую передышку для Украины с точки зрения передислокации войск, перегруппировки войск, ротации войск, ну и так далее и тому подобное. Поэтому перемирие сегодня как таковое, да, вообще не нужно ни одной стороне, а тем более наступающей стороне, российской стороне. Для чего им перемирие? Они и так мелкими шажками, как говорили в свое время при другом министре обороны, жабьячи стрелки, помните, да? Вот. Россия наступает. Поэтому для России перемирие – это всего лишь такой, знаете, символ. Символ, приуроченный к Дню Победы, к Дню Пасхи, к Дню Рождества Святого, ну и так далее и тому подобное. Для Украины перемирие – это, как проявил уже себя господин Зеленский, когда он там с 5 на 6 объявлял, да, это демарш. То есть, ага, вы хотите 8-9, а я хочу 5 и 6. И что вы мне сделаете? Это то же самое, что издать указ, разрешающий парад на Красной площади. Ну, где-то в этом же контексте, в этом же юмористическом жанре человека, который умеет играть на клавишных инструментах одним органом. Вот и все. Вот сам смысл этих перемирий. Даже обмен пленными Украина на сегодняшний день отложила. Ну, казалось бы, жизни людей, живых людей. Есть перемирие. Ну, давайте. Россия предложила вначале 500 человек обменять. Потом цифра поменялась в сторону увеличения. Украина отвергла. Ну и что? Мы пока не готовы, сказали они. Не готовы к чему? К новым провокациям? Непонятно. Сегодня вышел материал в The Economist. В войне наступил переломный момент. Украина перехватывает инициативу в войне с Россией. Впервые за долгое время начинают терять территории россияне. По данным издания, весеннее наступление Российской Федерации провалено, а российские войска начали терять контроль над отдельными участками фронта. В то же время Украина наращивает удары по тылам и усиливает атаки беспилотников вглубь России. И вот этой, скажем так, аналитикой почуют Запад. Почему? Зачем? И не является ли это, ну, вот той самой, ну, как, условно, там, победой, да, в войне, которую всем представят перед завершением войны, которая, ну, точно не будет однозначным и таким без полутонов? Ну, я скажу так, что вернусь к началу своего вступления, что в войне между Украиной, НАТО и Россией наступила такая пауза, причем затянувшаяся пауза. И в России это очень четко понимают. Как в высших эшелонах власти, так и среди рядовых граждан. Нужно что-то менять. А попросту говоря, нужно ускоряться. И вы привели The Economist, я приведу другую цитату профессора Сергея Караганова, который сказал, что неотвратность полномасштабной Третьей мировой войны
в Европе, она уже очевидна. И вот такое замедление наступления, да, с российской стороны, оно в первую очередь не играет в пользу России. Я лично являюсь сторонником того, чтобы киевский режим был снесен до основания. И для этого не нужно наносить удары ракетным оружием по центру Киева именно к дню 9 мая. Если будут провокации, ну хорошо, их не случилось, что дальше? Зеленский будет кататься по Европе, потом появится на полдня в Киеве, потом приедут к нему с чемоданчиками металлического цвета еврочиновники, политический туризм будет развиваться, ну и так далее и тому подобное. Нет, с этим надо заканчивать. Если мы говорим о серьезных вещах, о войне идеологий, о чем я уже сказал, то такое промедление не является, так сказать, каким-нибудь выигрышным фактором для Российской Федерации. И я не зря сказал, что в высших эшелонах власти это понимают. Там идут на сей счет очень серьезные дискуссии. Очень серьезные. Это не та война, которую там вот этот украинский пропагандист на букву «Г» пытается говорить, что там идет целая война башен кремлевских. Ничего подобного в этом нет. Абсолютно ничего. Власть российская по-прежнему монолитна. И у нее есть национальный лидер. Но многие из тех, кто являются второй ветвью власти, третьей, четвертой, ну и так далее, спецслужбы, ведут дискуссии с президентом, ну, как дальше будет. Вот. Где те, скажем, именно центры принятия решений, по которым нужно ударить. Причем ударить существенно. Ну, а в связи с тем, что я объявил уже о плане перевооружения ВСУ со стороны Европы, в Москве также выстраиваются и ведутся дискуссии о том, что делать с этим. Как же быть, если тылом Украины, Украина, оказывается, стала больше по территориально, она продвинулась на запад, Европа является тылом Украины. Причем не тылом, не простым таким, знаете, там, хлебом и рудой, поставляющим на Украину, а это экономика Украины, это финансы Украины, это оружие для Украины. Это вещь очень серьезная. Москва обдумывает сегодня, что делать с этим. И опять же, там, я скажу честно, слушая многих аналитиков российских, я понимаю, что все вот эти доводы The Economist, что Россия там трещит по всем по швам, и у нее тем более фронт трещит, но это не что иное, как выдумки. Фронт, конечно, продвигается вперед. Территориальные границы Российской Федерации нерушимы пока что. Никто никуда не заходил. Ну, Ну, Сырский после Курска. же, Сырский говорит, мы до сих пор присутствуем в Курске. Да, да мало того, они даже там оказывают попытки захвата каких-то государственных предприятий Российской Федерации. Ну, пусть говорит, что ж поделать. Нет, так откуда это берется? Смотрите, ну ведь это же... Это идеологическая война, Александр. Это легко Идеология. опровергнуть, легко проверить. То есть как Ну, мы, как проверить? как мы Легко. находимся, как вооруженные силы находятся в Курской области, если сейчас часть Сумской области под контролем России? Да, вот я об этом же тоже говорю, что если российские военные корреспонденты, которые просто такие каждый день в 6-часовых новостях не только рассказывают, но и показывают, где они находятся, я думаю, что местных жителей этим тяжело обмануть. Они знают свои города, поселки, села. То вот эти все тезисы о том, что куда-то там украинские войска продвинулись вглубь России, они просто несостоятельны. Это, еще раз говорю, это глупая пропаганда. Кстати, в слове пропаганда я ничего не вижу плохого.
Вот. И смотря в каких руках она и как она используется, профессионально ли. Украина в свои пропагандистские действия ведет непрофессионально. В Советском Союзе, кстати, в политорганах, где я служил, были отделы агитации и пропаганды. И это себя оправдывало. В годы Великой Отечественной войны тоже политруки вели пропагандистскую работу в целях поднятия морально-политического духа войск. И в этом тоже я вижу большой задел будущей победы советского народа в Великой Отечественной войне в те годы. Поэтому вот это есть тупая пропаганда, вот, которую ведет Запад против России. Это было вечно и будет продолжаться вечно. Рассуждать о том, верить или не верить этой пропаганде, я говорю однозначно нет. Потому что, как вы правильно сказали, покажите, покажите, расскажите, покажите, опросите местных жителей. Ну, с местными вообще беда. Беда, да. Многие признаются, что ну, то квартиры не сдают, то, в общем, ну, прифронтовые территории Украины, то там ждуны какие-то, то потом эти ждуны разъехались, в Закарпатье сидят, думают, а есть там ждуны или нет. Саша, я перебью буквально на секунду, потому что забуду. Значит, в этот период времени, когда и Министерство обороны Российской Федерации, и Министерство иностранных дел, предчувствуя, что Зеленский может нанести удар по Москве в день празднования Дня 9 мая, и советовали украинским гражданам выехать из столицы, вы себе не представляете, на какую величину кратно увеличились площади, сдаваемые в аренду на западе Украины. Это живой факт, переданный, кстати, украинскими средствами массовой информации. Кратно, в 3-4 раза вырастали. То есть украинцы зарабатывают на войне, как и высшее руководство страны. Так а сколько этих украинцев? Тут выходит министр политики Улютин и говорит о том, что у нас 22-25 миллионов, сколько точно не знает. А вот в 2022 году был 41 миллион. Получается, за вот этот период времени нет полстраны. Полстраны не стало. И это как бы статистика, ну, она просто звучит как про между прочим и так далее. И вот вы знаете, вот когда говорите о том, что Европа стала тылом, ну давайте подумаем, да, вот дорого ли для Европы вести войну или недорого, когда полстраны нет в стране, соответственно, можно и на себя взять и бремя социальных каких-то, скажем так, обязательств, можно, ну, все, что хочешь, можно. Это же катастрофа национального масштаба. Но они говорят как, ну, о каких-то там циферках статистики. Ну, вы знаете, Европа уже давно сходит с ума по этому поводу. То есть отказ, например, от российских энергоносителей, которые в 2-3 раза дешевле были, и экономика Европы в конечном-то итоге, зависящая от российских энергоносителей, росла, как и росло благосостояние европейских граждан. Где здравый смысл в том, что Европа отказалась от этого? Чисто идеологически, опять же, чисто политический. В том числе это связано и с Украиной. Вот мы не будем у вас ничего покупать, потому что вы воюете с Украиной. Вот. А граждане, которые выезжают в Европу, ну, я вам скажу, это не то бремя, вот честно, откровенно, которое висит над Европой. Над Европой висит более страшное бремя. Бремя, опять же, энергоносителей, энергетики в целом. Страны, которые имели на своей территории атомные электростанции и умышленно их разрушили, вот это наиболее страшный бич сегодняшней Европы. Все дорожает, причем в режиме домино. Все абсолютно, начиная с энергетики. А то, что выехали там несколько миллионов, 5-6 миллионов украинских граждан в европейские государства, ну, послушайте, они себя интегрируют туда, особенно молодые люди. Это будущая рабсила Европы. Ничего в этом страшного для Европы нет. Да,
они могут вам с экранов телевизоров рассказывать, что действительно украинские граждане здесь, в Европейском Союзе, их огромное количество, и мы несем колоссальные потери финансовые в этом смысле. Вот. Но они же надеялись на то, что Россия будет разорвана в клочья с началом войны, подвергая ее 20 санкциям подряд. А в общей сложности там чуть ли не до 40 тысяч уже санкций существует. Сейчас, кстати, Евросоюз вознамерился ввести санкции против РПЦ, Русской Православной Церкви. Ну, казалось бы, да, вызывает эту улыбку на лице, но вы себе можете представить, для чего это сделано. Для того, чтобы Русская Православная Церковь не общалась во всем мире со своими 15 абсолютно автономными православными церквями. Вот в чем дело. А в Армении, кстати, католикос всех армян, против него возбуждено уголовное дело. Сегодня мы знаем, под чью дудку пляшет господин Пашинян. Так что все очень взаимосвязано. Сегодня Писториус в Киеве говорит, военное производство будем налаживать. Ну, вот, собственно, вот такой визит. 11 мая он приезжает, дроны, заводы, заказы, вот это все. Параллельно с этим какая-то странная дискуссия ведется после слов Путина о том, что он не против говорить с Европой, и он надеется на взаимоуважение в разговоре, и всегда, мол, так было, кроме последнего времени. И высказывает о том, что Герхард Шрёдер должен быть, ну, в принципе, нормальная такая приемлемая фигура, с которым можно провести переговоры от лица Европы. Кая Каллас уже это, ну, скажем так, опровергла, а вот немцы, хотя там, понятно, правящая партия нет, сказала, это невозможно, но, в принципе, идет дискуссия на этот счет, что в любом случае переговоры нужны, переговоры важны. Как вы воспринимаете и как оцениваете вот этот, ну, пока что вербально начавшийся хотя бы поиск переговорщика со стороны Европы, который там кого-то бы представлял, и насколько, вот как вам кажется, вот этих как раз переговоров Европы и России сейчас не хватает, и что нужно, чтобы они как-то состоялись? Ну, давайте, Александр, я вам на маленьком примере покажу, почему Владимир Путин представил Герхарда Шрёдера как переговорщиком от Европы. Вот я, например, продаю квартиру. Она стоит 100 тысяч долларов. Ее рыночная цена. Вы хотите ее купить. Внезапно у меня появляетесь и говорите, я хочу у вас купить эту квартиру. Ага, я вижу, что это вы, и говорю, нет, я за 100 тысяч долларов вам ее не продам. Я продам ее вам за 1 000 000 долларов. Вы согласны будете ее купить? Я думаю, вряд ли. То есть Владимир Путин знал, о чем он говорит. Что фигура Герхарда Шрёдера в Европе неприемлема ни в каком смысле. Мало того, в Германии он изгоем является в политических кругах. Понятно почему. Поэтому эта фигура названа Владимиром Путиным умышленно потому, что он не желает разговаривать с Европой. Тем сообществом государств, которое в первую очередь подпитывает войну, всячески поддерживает нацистский режим украинский. Вот для этого Владимир Путин и предложил Герхарда Шрёдера. А стремление к миру, конечно, оно есть у всех. Кому же нравится, когда убивают собственных граждан? Ну, за исключением Владимира Зеленского. Поскольку и сегодня продолжают убивать украинских граждан, как в тылу, так и на фронте, он остается во власти. Его охраняют британские спецслужбы. Ему обеспечивают перелеты все и так далее и тому подобное. Он катается где хочет, по всему миру. Поэтому для него это важно. Если перестанут убивать украинских граждан, наступят выборы, которые снесут его просто-напросто с пьедестала. И о нем забудут, уверяю вас. Вот как забыли о Януковиче, как забыли о Кучме,
Как забыли о Ющенко тем более. Помните, как Ющенко поддерживали? Всем миром. Особенно, когда вот это случилось его мнимое отравление. Оно, вернее, не мнимое, оно случилось. Но подоплека этого отравления какова была? Поэтому забудут и про Зеленского. Единственное, что будут помнить многие из тех родственников жертв этой войны, как бы его предать суду. Вот об этом будут помнить люди. А во всем остальном, о таком политическом деятеле, вряд ли кто на Украине вспомнит когда-нибудь. Лукашенко съездил на парад в Москву, был все время с Путиным, вернулся, собрал совещание с силовиками и призвал своих силовиков готовиться к наземной операции. Нападение на Беларусь. Сложно сказать, с украинской ли стороны или со стороны европейской, польской, там, прибалтийской, непонятно. Но, приводя аргументы, он говорит, что посмотрите на Иран, ну вот бомбили, 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 и что? Без наземной операции ничего не будет, и, в общем, надо готовиться. К чему готовится Беларусь, как вам кажется? И на фоне вот этого кажется, ну это так, наверное, хочется всем, меняющегося тренда в сторону мира, в сторону каких-то договоренностей, в сторону какого-то завершения, плохого, хорошего, но завершения войны, что означают игры вокруг Лукашенко, Минска, ну и вообще, в принципе, да, вот этот балкон как бы над Европой, вот в ту сторону, коим является Беларусь в военном отношении. Ну, долгое время, я скажу так, Александр Григорьевич был действительно очень миролюбиво настроен. Очень долгое время. Несмотря на всевозможные провокации Запада, он отвечал на эти провокации. Надо сказать, что у него его голова, как у президента, она более горячее, чем у Владимира Владимировича Путина. Более горячее. Но, тем не менее, если представить себе сегодня союз России и Беларуси, да, вот наглядно на картинке, это вот тот же самый двуглавый орел, герб Российской Федерации. Вот. И, безусловно, если Беларусь захочет действовать более радикально, отвечая на провокации блока НАТО, то Александр Григорьевич, безусловно, будет контактировать с Владимиром Путиным. Он самостоятельные решения какие-либо, ну, скажем, какого-то приграничного характера он принимает сам, конечно. А в глобальном смысле, тем более ударом тем же орешником или, не приведи Господь, ядерным оружием, которое сегодня уже российское ядерное оружие находится на территории Республики Беларусь, конечно, он будет всецело советоваться с Владимиром Путиным. Тем более это ядерное оружие, оно же, еще раз говорю, оно российское. Хотя и находится на территории Республики Беларусь. Это как ядерное оружие Соединенных Штатов, находящееся на территории ФРГ. Вот. Что касается самой фигуры Александра Григорьевича, вы же поймите правильно, что человек, как президент, долгое время находящийся в этой должности, и в связи с событиями 2014 года предлагал, причем настойчиво предлагал, украинской стороне, а с Петром Порошенко у Александра Григорьевича даже возникли такие, знаете, доверительные отношения в тот период времени, когда Порошенко был президентом. Это даже не Зеленский. Он говорил ему: Петро, остановись, прекрати, выведи войска из Донбасса. Это его дословные слова, которые он говорил Порошенко на одной из минских встреч. Я предоставляю тебе полностью вот этот великолепный в Минске дворец для переговоров в любое время дня и ночи. Пожалуйста, собирайтесь, говорите с лидерами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ведите разговоры компромиссные для того, чтобы на Украине был мир. Это слова были Александра Лукашенко. И он всегда призывал к миру на Украине. Но когда стал президентом господин Зеленский, да,
который и в грош не ставил вклад Александра Лукашенко в дело мира на Украине, то, естественно, дело пошло совершенно по-другому. Александр Григорьевич обычно человек действительно тактичный, да, даже не выдержав, обозвал его гнидой, потому что человек имел такое, знаете, нутро с душком. Да оно и есть такое. Говорит одно, делает другое. И особенно, когда идет речь о массовой гибели украинцев. Поэтому Александр Григорьевич Лукашенко на сегодняшний день понимает прекрасно, что угроза со стороны НАТО, которая нависает над Белоруссией, это не только проблема Беларуси, это проблема и мира в Европе. Потому что ответ со стороны Беларуси будет, ох, каким. Я еще раз повторяю, у Александра Григорьевича Лукашенко голова погорячее. Мы прекрасно помним события, когда пытались осуществить по методичке Украины переворот в Минске в 20-е годы. И как он вышел с автоматом со своим сыном и отстаивал государственный строй Беларуси, не поддавшись тем уговорам, которые шли из Запада. Мол, ты оставь власть, пусть придет оппозиция, которая, кстати, в меньшинстве среди народа Беларуси, в полнейшем меньшинстве. Вы посмотрите на эти фигуры, на эту мадам, которая появилась в Ереване, представляясь президентом Белоруссии, понимаете, раздавая интервью направо-налево. Кто ты такая вообще? Кто тебя в республике поддерживает? Ну, ей там периодически уже урезают ее содержание со стороны Европы, опять же. Понимаете, Европа финансирует вот это безобразие. Вот все эти перевороты, всю эту внутреннюю подрывную деятельность. И в том числе эту мадамочку Тихановскую, которая никто, вообще пустое место. Гуайдиха, как ее называют, по принципу событий в Венесуэле. Ну, Поэтому, случись что, я повторяю, Александр Григорьевич даст отпор незамедлительно, а в решении каких-нибудь общих с Россией стратегических задач он, конечно, будет участвовать. Юрий Анатольевич, Лукашенко приводит в пример ситуацию в Иране. Сегодня МИД КНР сообщил, что да, с 13 по 15 мая Трамп будет в Китае. По данным администрации США сообщается, что Трамп намерен давить на Си Цзиньпина, чтобы тот как бы доходы Ирана от торговли с Китаем как-то поумерил, потому что это такое, да, то есть подпитка идет Ирана, плюс еще там всякие товары двойного назначения обсуждаются. Ну и вообще, в принципе, на фоне неопределенности иранской выглядит этот визит достаточно, ну, так вот, знаково, да, но знаково и мелко. Ведь все должно было завершиться в Иране у Трампа до этого визита. Но мы так понимаем, что завершится после. Вы уже сказали, что Украины не будет там, ну, как в контексте договоренностей, в контексте разговоров. Так а чего ждать тогда по теме Ирана от встречи Си и Трампа? Ну и мы же держим в уме, что там еще и визит Путина намечен немножко позже, через неделю. Ну, я скажу так, что Трамп едет туда вообще с пустым чемоданом. У него должны были быть в чемодане две большие такие, два изделия, два подарка. Это победа американской идеологии на Украине и примирение двух сторон. Он же все, вот этот его тезис расхожий, да, абсолютно идиотский с точки зрения торгаша. Я усажу за стол переговоров Украину и Россию, и, и они подпишут сделку, сиделку вот эту. Это же его мем был, постоянный мем. Потом он заговорил тоже, начав эту бойню с Израилем в Иране, он говорил то же самое и в отношении Ирана. Я заставлю Иран отдать
обогащенный уран. С какой стати, кстати? Какое отношение США имеет к иранскому урану? Вот это все равно, что Иран бы имел бы какие-то претензии на статую свободы Соединенных Штатов. Ну, бред. И он едет туда с пустым чемоданом. Все это провалилось на сегодняшний день у Трампа. Я думаю, Си Цзиньпин с его тонким восточным умом, хитростью, с Трампом этот разговор заводить не будет, пока, конечно, сам Трамп не начнет его. А вообще-то кампания в Персидском заливе Трампом затевалась как раз не столько против Ирана, сколько против Китая. Задача была обрушить хоть частично экономику Китая через те нефтяные пути, которые ведут из Персидского залива в Китай. Ну, опять же, не удалось, понимаете? Поэтому визит Трампа в Китай уже переносился несколько раз. Кстати, именно по этой причине. Разговаривать не о чем. Я еще высказываю такую мысль, что у Трампа и Си Цзиньпина даже, я думаю, не будет никакого повода подписать хоть какие-то важные двухсторонние документы в ходе этой встречи. Потому как американская сторона, кроме таких, знаете, громогласных заявлений, что президент едет в Китай. Все. Ну, когда едет позже туда Путин, то уже российская сторона высказывает предположение, по каким документам будут вестись разговоры, чтобы их подписать между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. В США вообще этого разговора не идет. Не идет об этом разговор вообще. То есть, ну, визит как визит. Вот и все. Такой, знаете, турпоездка, я думаю, будет. Потому как существует уж, к сожалению, или к нашему счастью, к моему лично, существует слишком много противоречий между США и Китайской Народной Республикой. Интересно. А между тем, между прочим, товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами составляет около 600 миллиардов долларов. И он, к сожалению, за последние полгода снижается. Ну, вы видите, знаете, такие экономические последствия, я с вами согласен, это прежде всего про экономику эта встреча, но есть и военная составляющая. Сегодня вышел интересный материал в Политико, где фактически авторы говорят, что у Китая теперь есть очень классный полигон, учебный центр, как противостоять американской агрессии, имеется в виду бомбардировкам и прочим. Изучают, сколько там томагавков выпущено, куда они вообще расходуются, ну и вообще, как американцы себя ведут, да, по отношению, ну, когда вот бомбят в военном смысле этого слова, да, и как эта блокада происходит, как они себя, что они делают, в общем, да, у китайцев тоже куча спутников, куча возможностей, разведка, конечно, куча возможностей понять и оценить Америку в случае там будущего противостояния. Будем мы переходить скоро к вопросам зрителей. Вот здесь я так смотрю, мы в прямом эфире, друзья. Пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте. И тут вот пишут комментарии уже сразу как бы к вам, что а как так получается, что США требует у Ирана уран незаконно, а Россия требует Донбасс и вывод войск из Донбасса как бы законно. Что есть закон тогда, Юрий Анатольевич? Ну, во-первых, граждан Соединенных Штатов на территории Ирана, проживающих там на постоянной основе, нет. Это первое. А уран – это имущество Ирана. Имущество, собственность. И сравнивать положение людей на Донбассе, которых убивали 8 лет подряд, нацистская киевская власть, не придя к единому знаменателю о прекращении гражданской войны на Юго-Востоке, это совсем иное. Это не уран, это не какая-то вещь, это человеческие жизни. Поэтому Россия сегодня ведет, естественно, специальную военную операцию, в первую очередь, по прекращению этого убийства граждан на территории Донецка и Луганска. Вот и все. Ну, видите, Здесь никакого мудреного ответа иного не существует. Ну, не получается. Ну, что не получается? Вы готовы признать, что не получается у России?
в этом смысле достаточно широком вот эта специальная военная операция. Потому что, вот смотрите, 9 мая прошло. Да, перемирие – это хорошо, даже вот с учетом срыва. Вы комментировали этот момент. Но, ну там, срывов каких-то локальных, там, ударов дронами и так далее, это, они фиксируются за эти 3 дня. Однако вот сегодня, да, захват в Переяславе храма. Ну, вот, пожалуйста. То есть мы вроде как, ну, хоть с Днем Победы, хоть немножко выдохнули все, хоть немножко так адекватно начали смотреть на историю. А вот храм, вот очередной, понимаете? То есть у нас такое ощущение, что вот как раз-таки вот эти требования ну, что входит в концепцию Путина денацификации, ну, все с точностью наоборот происходит. С точностью Ну, наоборот. во-первых, вы говорите о специальной военной операции, как будто она уже завершилась или провалилась. Почему? Во-вторых, при чем здесь специальная военная операция и захват храма? Потому Я не что понимаю. требование специальной военной операции – Храмы на Украине денацификация. захватывают В как условиях минимум... Лаврова было, конечно же, отношение к церкви украинской Да, православной. И вот вам, да. пожалуйста, демонстрация. Так 15 лет, последние 15 лет на Украине захватывают храмы. Храмы, Александр. Но это не новость, это какая-то явь такая, которую мы не можем воспринять на слух. Да ради бога. Системная украинская нацистская власть, системная, подчеркиваю, которая у них в систему вошло, захватить, хапнуть, украсть и так далее, и тому подобное, приводит вот к таким последствиям. Ну а что касается специальной военной операции, я повторял и повторяю. Цыплят по осени считают. Я об этом сказал уже. Я не хочу повторяться, но сегодня есть проблема у российской власти, как ускорить специальную военную операцию. Но, кроме всего прочего, я вот буквально сейчас только вспомнил, значит, в ежегодном послании, которое состоится тоже в декабре этого года, нам станет известно, какие новые разработки в области противоракетной и противовоздушной обороны уже существуют в Российской Федерации. А это непосредственно связано и с проведением специальной военной операции, потому что дроновая война, которая сегодня набирает все больше и больше обороты, она, конечно, способствует тому, чтобы наступление российских войск на Запад замедлить. И в этом играет активную роль Европа. Поэтому еще, кажется, все впереди. Ребята, не торопитесь. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Спасибо их, что оставляете ровно сразу после того, как подведем итоги нашего сегодняшнего голосования в эфире. Что означают планы реформы ТЦК? 10% война станет на паузу, 14% война заканчивается, все пойдут с ЧВК Зеленского. Кого сейчас гребут? 20, ну там меняется процент уже, 28% перераспределение мзды коррупционной, дани, просто эти потоки будут меняться. Ну и война будет долго, считает 48%. Друзья, спасибо, что проголосовали. Очень отрадно, что смотрите и вот принимаете участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Переходим к вопросам от аудитории. Юрий Анатольевич, ну, раз война будет долго, то давайте как бы к вопросам, которые сейчас мучают зрителей. С сообщества YouTube начнем. Петр, если Зеленский издает указ о разрешении парада на Красной площади, и парад состоялся, что ему мешает указ издать о выводе российских войск из Украины? Ну, тонкий юмор. Я ценю вашего подписчика, да, действительно. Но господин Зеленский также может еще издать иные указы. Ну, скажем, о замене губернатора острова Борнео, к примеру, да. Или же, скажем так, решение вопроса австралийских туземцев, вот, то же самое. Ну, в этом же ключе. Поэтому мне нравится, что наши зрители имеют особое чувство юмора, да, и подчеркивают никчемность этого псевдоруководителя, да, который, в принципе, пользуясь своим служебным положением, вот юморит по-прежнему. После того, как он вышел из официальной роли
сценичного скомороха, актера, перешедшего в другую ипостась политики. Но актерские задатки, конечно, у него проявляются по-прежнему, но, к сожалению, это не всегда смешно. Этот смех, этот юмор вызывает или, скажем, предполагает большой-большой смертельный шлейф. И прежде всего его собственных избирателей. Александра спрашивает, ну, как бы делится впечатлениями и просит прокомментировать. 9 мая все стало понятно. Путин говорил о возможных последствиях для Киева, скорее всего, и отказ от гарантиях для Зеленского с тремя ядерными державами – Китаем, США и Индией. При провокации на 9 мая, значит, удар готовился сокрушительный. Европейские лидеры молчали, но после заявления Лаврова, возможной реакции попытки Запада сорвать праздник Победы, пощады не будет, ЕС начал искать дипломатические пути с Россией. Штаты, опасаясь неконтролируемой эскалации и потери Украины гарантий для Зеленского, быстро вмешались и все остановили, что подтверждает животный страх Запада перед неконтролируемой эскалацией, о которой когда-то говорил Медведев. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько это соответствует действительности утверждения и чего ждать дальше, следующего. Ну да, действительно, Трамп это сделал не в угоду Евросоюзу и НАТО, в первую очередь. Он за себя любимого беспокоится. И любой контакт с Путиным для него является, ну, своего рода добавление баллов в его рейтинг. Рядовым американцам, поверьте мне, независимо от того, демократы это или республиканцы, нравятся контакты Трампа с Путиным. Любые. Телефонные, очные, как это было на Аляске. Это всегда воспринимается как шоу, большое шоу. Вот. А то, что решается в течение этих переговоров или этих контактов, это всегда на втором плане. Американцы народ такой впечатлительный. Им нравятся позы их руководителя, да, но не позиция. Вот в чем дело. Поэтому для Евросоюза, значит, вот то, что не случилось на 9 мая, это большая трагедия. Они бы хотели эскалировать войну в этот день, 9 мая. Но, к сожалению, Трамп, воспользовавшись моментом, перехватил инициативу и поработал на себя, скажем так. Ну и в том числе, скажем, отвел ту сокрушительную силу и те жертвы, которые могли бы быть в центре Киева, случись провокация со стороны режима Зеленского в День Победы. Вот. Я не исключаю того, что, я уже об этом сказал, что когда ружье висит на стенке по Чехову, оно обязательно должно выстрелить. Но оно немножечко уже зависелось, да, покрылось такой пылью, паутинкой. Вот. Но это ружье обязательно достанут. И рано или поздно все-таки киевлянам, к сожалению, придется испытать то, что они не испытали в этот раз на 9 мая. Угу. Так, следующий вопрос от Александра. Ваше мнение, останется ли Зеленский жить на Украине после окончания войны или раствориться на просторах планеты? Ну, вы задаете вопрос и тут же отвечаете на него, потому что прекрасно понимаете, что жить на Украине после окончания войны, ну, может только идиот или сумасшедший. Вот. Зеленский далеко не сумасшедший, хотя он полный идиот, это я заявляю. Вот. Работает лишь только на свой карман, ему все мало. Вот. Он вошел, понимаете, уже такой, знаете, казиношный раж. Вот. Он сорвал однажды флеш-рояль, став президентом, но ему этого показалось мало. Он считает, что пока он не стырит очередной миллиард, его мечта в этой жизни не сбылась. Поэтому, конечно, он изберет себе, тем более недвижимости, он накупил себе, судя даже по иностранным средствам массовой информации, достаточно много. Непонятно, кстати, зачем она ему нужна в таком количестве, на две задницы. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что перспектив остаться на Украине у него очень мало. Угу. Вот такой вопрос от Лины Востроиловой. Война в Украине может идти еще 10 лет и плавно перейти в мировую,
с Европой к этому сценарию готовятся? Ну, поймите правильно, что если все-таки Европа попытается вступить в непосредственный военный контакт с Российской Федерацией, то есть что я имею в виду? Это те же бесконтактные нанесения ударов ракетных со стороны Европы по Российской Федерации, в том числе, кстати, не забывайте, что Калининградская область находится прямо в центре Европы. Это такой российский конституционный анклав, который Россия будет защищать, причем всеми средствами, вплоть до нанесения ядерного удара по тем центрам, откуда последует угроза. Вот. Если это случится, да, то, конечно, война будет страшной и будет продолжаться. Если же она закончится, пусть даже через 10 лет, как вы говорите, на Украине, и Европа не посмеет в дальнейшем, будучи обескровленной, оказывать прямую поддержку режиму нацистскому украинскому и пытаться, скажем, продлить его существование, то, очевидно, этим все и завершится. В конце концов, Европа ведь сегодня не упоминает уже о Крыме. Вы не заметили? Я заметил. Украина и Россия, пользователь пишет, прекрасно договариваются между собой про транзит нефти, а раньше газа. Может, людей с этих переговорных групп стоит привлечь к мирным переговорам? Вы знаете, кесарю кесарево, есть такая пословица. Поэтому люди, которые занимаются бизнесом, они и будут заниматься бизнесом. Им большая политика не нужна, она им претит. Потому что там, где вращаются большие деньги, а нефтегазовая сфера – это очень большие деньги, вот, вмешательство в политику влечет за собой определенные последствия, санкции. Кстати, Соединенные Штаты, придумав, вот вначале была во времена Советского Союза организация «Общий рынок», а, так сказать, в контексте противовеса Советский Союз создал СЭФ – Совет экономической взаимопомощи. Так вот, страны общего рынка, капиталистические страны Западной Европы, сотрудничая с СЭФ, никогда не вмешивали политику. Соединенные Штаты сегодня, создав Всемирную организацию торговли, сами нарушили устав этой организации. Все правила, они же любят вот это слово, правила. Мы диктуем миру правила. Эти правила никто не знал никогда, и никто их не читал. Но эти правила возникают спонтанно. Так вот, нарушив эти правила, Соединенные Штаты своими же руками уничтожили вот эту Всемирную организацию торговли. Кстати, при Ющенко Украина очень стремилась туда. И что она поимела? Вопрос повисает в воздухе. Василий из Одессы. Юрий, вы всегда, когда речь заходит о Путине, уж очень лестно о нем высказываетесь. Прям таки видно, что, конечно, не в потешном смысле, но президента России вы любите. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы его любите за то, что он не смог защитить русскую православную церковь в Украине и русский язык в Украине запретили? Или за то, что ареал обитания русских в Украине сравняли с землей? Я бы мог еще вспомнить про денацификацию, демилитаризацию, но ограничусь многоточием. Спасибо за ответ, мира вам и добра. Спасибо за вопрос, очень признателен вам за этот вопрос. Ну, давайте я начну с любви. Я люблю женщин. Вот это, пожалуй, квинтэссенция моего характера. Я люблю своих детей. Я люблю свою покойную маму, бабушку. Память о них я люблю. А президентов, таких как Владимир Путин, Си Цзиньпин, председатель, Нарендра Моди, Ким Чен Ын. Это я называю тех лидеров, которых я уважаю за суверенную позицию в глобальной мировой политике. Вот за это я их уважаю. Я надеюсь, я исчерпывающе дал ответ. Второе, что касается русских, да, вопрос был там, русского языка. Ну, послушайте, ведь результатом того, что долгое время
русскоязычных после Майдана нацистского 2014 года стали откровенно убивать на юго-востоке Украины, и началась специальная военная операция или война, как хотите называйте. Вот это и есть результат этой украинской политики, недалекой, абсолютно провальной. Потому что на Украине существуют не только русскоязычные граждане, но и многие другие. Те же венгры, например, которые подверглись обструкции на западе Украины, и Украина напрочь просто такие испортила отношения с Венгрией. Даже новый премьер-министр Мадьяр венгерский не питает особой любви к Зеленскому и тем более понимает прекрасно, что Зеленский не будет способствовать тому, чтобы дать свободный выезд венграм, имеющим два паспорта на западе Украины, венгерский и украинский. Он это прекрасно понимает. Поэтому политика в отношении Украины, этого политика, тавтология, ничего страшного, она остается пока что незыблемой. Вот в чем дело. Слава богу, что между Венгрией и Украиной еще до войны не дошло. Но если украинская власть, от нее можно ожидать, поверьте, все что угодно, начнет еще боевые действия против венгров на Западе, то еще и война с Венгрией будет. Я вас уверяю. Этот кретин может довести еще и до этого. Алексей, в Украине сейчас критически относятся к ветеранам Великой Отечественной и войны в Афганистане. А как отнесутся к ветеранам сегодняшней войны через какое-то время со словами «мы вас туда не посылали, это был ваш выбор», потом все льготы ветеранам и выплаты за погибших могут отменить? Или как? А вы знаете, вопрос очень серьезный. Вот я, кстати, о нем неоднократно задумывался. Ну, рано или поздно войны заканчиваются победой одних, проигрышем других. А что будет с теми, кто действительно воевал? Ну, а вы вспомните, дорогие друзья, что случилось с ветеранами вермахта, к примеру, да? Они же ведь выполняли приказ. Я не говорю о высших офицерах вермахта, о высших чинах СС, СД, Абвера и так далее. Я говорю о рядовых солдатах вермахта. И они после войны тщательно скрывали свою принадлежность к тому, что они воевали в рядах германских вооруженных сил. Понимаете? А особенно те, кто бывали в плену, в советском плену. И есть даже эти кадры. Сталин отдавал приказ провести пленных немцев после победы в Сталинграде и окружении армии фельдмаршала Паулюса по улицам Москвы. Позорное такое, знаете, прохождение было. Поэтому я не думаю, что кто-то из украинских военных, ну, если так говорить о будущем, сегодня оно очень туманно, очень туманно. Но если даже случится так, что Украина проиграет, я так беру образно, чтобы никого не обидеть, и Украина проиграет, вряд ли, да, украинские солдаты ВСУ в будущем будут претендовать на какие-то привилегии. Уверяю вас, этого не случится. Потому как развал украинского государства, он уже на повестке дня, и это диктует каждый день. Каждый прожитый день нами, он диктует этот провал, этот развал. Мы не имеем ни собственной экономики, я имею в виду Украина, ни собственных вооруженных сил, потому что 3000 наемников из Колумбии, которые воюют на переднем крае сегодня, это не украинские граждане. Или вы считаете, что они тоже должны будут, как ветераны, претендовать на какие-то льготы в будущем по окончании войны? Не думаю. Поэтому перспективы для украинских солдат на сегодня, в будущем, для меня пока что такие зыбкие. Чат трансляции онлайн. Давайте пообщаемся. Несколько вопросов отсюда. Алина спрашивает вопрос к вашему гостю, Александр. Я уроженка Покровска. Чем меня или мою семью кто-то спас? Это зависит от того, каких убеждений вы придерживаетесь, Алина. Я понимаю, что вопрос саркастический, но если вам нравится киевский режим сегодняшний,
Да, вы можете считать, что украинская армия – это агрессор. Если вы придерживаетесь другой позиции, да, я, например, за то, что я выступал против действующей власти, когда она еще была действующей, а тем более сейчас, когда она незаконная, я всегда выступал против нее. И я желал, чтобы меня русская армия, российская армия освободила от этого ярма, от этого просто-таки жуткого, насажденного нацистского порядка, когда у тебя нет никаких прав, когда у тебя нет никаких свобод, особенно когда тебя за то, что ты лайкаешь в Фейсбуке Знамя Победы, сажают в тюрьму. Понимаете? А таких десятки тысяч граждан сегодня находятся в тюрьме, потому что они имеют иную точку зрения. И есть еще и такие, которые вели откровенную борьбу с этой нынешней властью. Поэтому в зависимости от вашей позиции, пожалуйста, если вы считаете, что вы приверженка нынешнего режима, оставайтесь на этих позициях. Оксана, зачем Путин послушал Макрона и отвел войска от Киева? Ну, во-первых, послушал Макрона. Я уже об этом говорил. Путин вообще никого не слушает. Он слушает, во-первых, свое окружение и слушает свой ум, разум свой. Вот. Это человек абсолютно самостоятельный и совершенно суверенен в своих решениях. Вот. А второе, я уже об этом говорил неоднократно, что отвод войск произошел по Стамбульским соглашениям, которые были достигнуты в тот период времени. Вот. Российская сторона выполнила свои обещания, украинская их не выполнила. И после визита Джонсона в Киев, который сказал: нет, вы будете воевать с Россией, мира сегодня не будет. В тот период времени он это заявил. Зеленский, естественно, взял под козырек, подчинился и продолжает войну и по сегодняшний день. Угу. Так, значит, все до последней западной секты надо будет закрыть, кто кого, депортировать из Украины и закрыть въезд навсегда. Вот такой комментарий. Ну, как бы все к этому идет, что капсулируются вот эти, скажем так, общественные процессы. Да, сокращается количество украинцев, но и вот будет вот в таком духе. Сейчас очень серьезно перетрусят бронь, и перспективы очень и очень плачевные дальнейшего Самое положения. главное, что уже идут разговоры в Верховной Раде об отмене вообще такого понятия, как инвалидность. Вы себе можете представить масштабы этого ужаса? То есть, например, человек без одной ноги на протезе уже не считается инвалидом. Без одного глаза, руки не считается инвалидом. И вот это украинские политики пытаются узаконить для того, чтобы пополнить ряды ВСУ. Ну, а что касается капсулирования, как вы говорите, Александр, вот эта вся надежда на то, что в Украину хлынут толпы из Бангладеш, Африки и будут в качестве рабочей силы приносить украинской экономике непомерные доходы, ну, опять же, провалилась. Вы поймите правильно, эти граждане, пусть даже и бедные, которые в свое время хлынули в Европу, да, переплывая на утлых суденышках через Средиземное море, они же прекрасно знают, куда плыть. На Украину, да, где идет бойня, самая настоящая, где их могут ТЦКшники запихнуть в бус, потому что просто ты живой человек, неважно, какой у тебя цвет кожи, иди в окопы. Вот. Они туда не поедут, уверяю вас. Значит, Дудкин, спрашивает пользователь, а взяли уже малую такмачку или нет? Я ее лично обещал взять. Ну, я люблю отвечать на вопросы состоятельные, обоснованные. Но когда мне задают такой вопрос, это все равно, что Дудкин, когда ты подстрижешь волосы в носу? Ну, к чему этот вопрос? Ну, потому что это уже мемный вопрос по поводу малой такмачки. А,
Ну, Ну, то понятно. есть, а где? То есть, там, вторая армия мира, а малая такмачка, представляете? А я в ответ нашему зрителю спрошу, а вы уже танками по Красной площади проехали украинскими? Оплот, которых, кстати, не существует, и которых очень долго обещали вооружить вооруженные силы Украины. Где эти танки? Где Арбат, который обещал посетить господин Залужный, тоже на танке? Это приблизительно из того же разряда вопросы. Ну, из подобных вопросов еще здесь пишут несколько, кстати, пользователей. Где удары по Генштабу ВСУ? Где эти удары? Где удары по Банковой? Другой пользователь пишет. А вот этим, кстати, с этим я согласен. Вот с этим я согласен. Я тоже задаю себе этот вопрос. Доколе будут иностранные гастролеры абсолютно безбоязненно посещать Киев? Почему до сих пор существует железнодорожная ветка на Украине? Вот это меня тоже волнует. Ну и много других вопросов. На пятый-то год войны можно было бы уже определиться кое-кому. Мгм. Так, да, друзья, всем большое спасибо, что сегодня присоединились к нашему сегодняшнему разговору. Юрий Анатольевич, я очень благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Саша, за интересный эфир, за вопросы интересные. Всего вам доброго. Будьте мудрыми. Берегите себя, дорогие друзья. Всем добра и света, несмотря ни на